У нас тут муравьи в ванной. Надо же что-то делать. Ты кому говорила, мама? Снова забыла, что я не замужем. Придется самой сделать. Приехала с детьми в Крым и сняла дом на 2 месяца рядом с морем. А тут муравьи, и они везде. Они и дома, и на площадке, и они, кусаются. Рядом с домом забор с вечно зелеными растениями, и на них куча тли. А вы знаете о том, что муравьи тлю доят и пасут? Слышали о таком? Пишите в комментариях. Здесь участок без огорода, и если надо полностью избавиться от муравьев, то есть суперсредство. Если вы в Крыму или в теплом климате, сначала послушайте мою историю, почему мне пришлось восстанавливать колонию муравьев. На улице-то ладно, пусть живут, но их море было и дома, прям трупы в ванной были. Когда я приехала, стояли ловушки для них. Я испробовала с муравьями тут и бор, и порошки, и ловушки, и эфирное масло мяты. Кстати, отлично их отпугивает. Я расставила по всем углам дома. Мне нравится, а муравьям нет. Но самое лучшее, что вы можете сделать в доме, это устранить места, где они пролезают. Точка. Все остальные методы будут временные. Даже химия. Муравьи хорошо адаптируются, перестраивают свои тропы, и пока не было герметика, пришлось заткнуть плотными купюрами. Только в ходе видео увидела, что хозяева мне привезли вместо герметика жидкие гвозди. Как там в мультике было? И так сойдет. Я наблюдала за муравьями, откуда выползают и куда заползают, и абсолютно все щели промазала и устранила. Сейчас изредка 1-2 появляются, потому что щель за бойлером там мне не промазать, если только бойлер снимать. Итак, история, как я чуть не убила всех муравьев и как же я их восстанавливала. Может, кому-то будет полезным уроком. В Крыму тут помимо муравьев море всяких насекомых, и оказалось, что свято место пусто не бывает. А слышали историю о том, как в Китае воробьев отлавливали? Напишите в комментариях. Так вот, смотрите, если вы в северных широтах и у вас нет огорода, то вот этот порошок просто супер справляется с муравьями. Они умирают на глазах, и прям все усеяно ими. И умершие съедаются живыми и тоже погибают. И так доходит все до матки. Получается у них целая эпидемия. А если у вас огород, то самое лучшее средство – это бор. Можно купить даже в аптеке борную кислоту и с вареным желтком смешать. И положить муравьям. Они ее съедят и умрут. Или просто содой посыпать. Полезно для почвы, вредно для муравьев. А что же было у меня? Я высыпала весь пакетик в муравейник и довольная, что муравьев почти нет. И легла спать. Проснулась утром и обнаружила на полу скалопендру, ядовитую. Так себе опыт, учитывая, что я с детьми тут. А на следующий день на кухне нашла огромного таракана. Я хз, как они пробирались, но точно муравьи раньше их просто не пропускали. Они активные, кусачие и свою территорию отстаивают. А тут путь открыт. Я смела все трупики, чтобы остановить заражение, и наблюдала. Был план даже по завозу муравьев с соседнего участка, но не пришлось. Благо, они тут сами восстановились без меня за 5 дней. Теперь живем дружно. Они на улице, а я дома. Поучительная история. Какой метод себе возьмете?